Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу для вас все про любимый, прекрасный и несчастный ретроградный Меркурий, который случится с нами в декабре 2023 года. С этим ретроградным Меркурием мы будем встречать новый 2024 високосный год. И если вы до сих пор не переключились, то оставайтесь, будем разбираться. Ну что, дорогие друзья, 12 декабря у нас с вами новый лунный цикл. 13 декабря у нас останавливается Меркурий и начинает разворачиваться. 14 декабря у нас всех ретроградный Меркурий. Хорошо это или плохо, посмотрим. Но как показывает практика, под конец года, да еще и ретро-мерк, это, конечно же, вопросы со звездочкой. Но я вам сразу говорю, если вы хотите как-то скомпенсировать его негативное влияние, а негативное влияние это что? Это, как обычно, все начинают тормозить. Все доставки, поставки, договорные отношения, все, что связано с бумажками, все, что связано с документами, все, что связано с тем, что люди должны выполнить свои документационные обязательства, транспортировки, привозы, отвозы, это все будет тормозить. Да, вот такие накладочки. Под конец года, кому это хочется, никому. Кому хочется обсчитаться в деньгах, никому. Кому хочется обсчитаться во времени и не попасть к своему мастеру маникюра, конечно же, никому, да. Поэтому, мои дорогие, для того, чтобы это не было, проверяйте дважды. Будьте всегда на пульсе, на чеку. Всегда проверяйте все то, что вы записываете, информацию. Сверяйте свой график. Если что, перепроверяйте. Для чего? Да просто потому, что люди невнимательны. В ретроградный Меркурий, да, все всегда списывается на него, даже если дело не в нем. Но это такая классная отговорка от людей, согласитесь, да. Но на самом деле, если без иронии, то ретро-Меркурий это как раз-таки то самое положение звезд, дел на небе, когда необходимо быть на самом деле дважды аккуратным и внимательным, да. В период ретроградного Меркурия рассеивается наше внимание, оно рассеивается просто везде. Меркурий также отвечает за технику, мелкую бытовую технику. Меркурий точно так же отвечает за внимание за рулем, в обращении с большой техникой и тому подобное, да. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем. Говорила это в каждом гороскопе, говорю это сейчас еще в ретро-мерке, закрепляю, как говорится, финальное видео, которое вы увидите от меня в ноябре, для того, чтобы быть подготовленными и просто так потом не расстраиваться, потому что грядет конец года, все подводят итоги, все торопятся, все бегут, так еще и ретроградный Меркурий в последних 2 неделях уходящего года. Да, дорогие, с 14 декабря по 3 января у нас с вами ретроградный Меркурий, и это то самое, когда необходимо дела свои доделывать. То есть, да, есть еще и плюшки в ретроградном Меркурии, конечно же. Номер один – это невнимательность. Все невнимательные, все рассеянные, все торопятся, информация скомканная, люди уже такие вот начинают раздражаться, да. Но если же вы дела доделываете, то есть вы их начали когда-то давно, или же это дела, которые вы давно начали и бросили, то есть вы их доделываете или продолжаете, тогда нормально. Доделываете их спокойно, просто не ждите в этот ретро-Меркурий от людей потрясающих итогов, потому что они будут в прямом смысле подвисать. И люди, и итоги. Итак, ретроградный Меркурий начинается у нас с вами 14 декабря, но уже последние его денечки до его ретро-движения. Некоторые, конечно же, любят еще подукрасить еще там неделя до ретроградного Меркурия. Но я вам так скажу, конечно, есть люди, на которых и неделя до ретро-Меркурия влияет уже, да. Но если вы понимаете четко, если в вашей натальной карте сама планета Меркурий находится в земных знаках, тогда вы настолько подвисать не будете, потому что земной знак Меркурия будет его вот так заземлять, и люди не будут настолько подтупливать, да. Категоричны будут, да, но подтупливать нет. Поэтому начинаем.
14 декабря, начало ретроградного Меркурия. В этот день Меркурий в соединении с Луной, все это в знаке Козерога, и день будет, в принципе, четкий. Захочется, конечно, там полениться, но день четкий. Именно знак Козерога заземляет мерк, и здесь, конечно, спасибо ему отдельно. Будет все получаться, прекрасно будет продвигаться пиар, работа, связанная с образованием, поездками. Если вы решили куда-то поехать, отдохнуть, если вы каждый год там на Новый год, под Новый год в это время куда-то ездите отдыхать, отдыхайте, прекрасно, ребята. Вы это делаете регулярно, да, то есть здесь нет ничего такого экстра, чего было бы плохо, да. 15 декабря, здесь, конечно же, так себе, да. Ретроградный Меркурий по-прежнему в трине с Юпитером, в трине с Лилит, это такой большой трин на небе образовался, да, но при этом Луна в соединении с Плутоном, и здесь, конечно же, такой моментик со звездочкой, когда если что-то будет не получаться и не коннектиться, то захочется прям злиться, орать, все вымещать на всех злость, то есть здесь такой момент. Захочется продавить свое, здесь, пожалуйста, будьте аккуратны. Будьте аккуратны с тем, что вы продавливаете, где вы хотите доказать свою правоту, потому что эта история может вносить ссор в личные отношения, в отношения с близкими, на работе, и, конечно же, может в итоге для вас проиграться не так, как вам бы хотелось. 16 декабря здесь, конечно же, на небе примерно все то же самое, и Луна уже, конечно же, в Водолее, и эта эмоция будет абсолютной неопределенности. Луна идет у нас в квадратуре с Юпитером, поэтому здесь аккуратнее с рекламой, с пиаром и со своей репутацией. Может получиться явно не так, как вы хотите, да. 17 декабря точно такой же дублер 16 декабря, да, поэтому здесь аккуратнее со своей репутацией. Она может проиграться, как будто вы очень странный и не совсем креативный человек. И я бы воздержалась от работы в креативных проектах, в IT. Нет, будет сложновато. А вот 18 декабря получится очень хорошо, в принципе, работа, тяжелая работа, сложная работа. Луна в соединении с Сатурном, хорошо бы брать аскезу, особенно если вы давным-давно хотите бросить какую-нибудь вредную привычку. Как раз-таки 18 декабря шикарный для этого день. 19 декабря, но здесь захочется полениться, сказать, что все против вас и тому подобное, еще вспылить, сагрессировать, со всеми поругаться, забросить свою работу и сказать, что все вокруг неправы и вас обижают. Так себе позиция, подождите денечек, да. Плюс еще добавляет Уран в оппозиции с Венерой. Хочется порвать все, разорвать отношения и тому подобное. Ребята, не надо, подождите немножко, да. Ретроградный Меркурий, еще и Венера в оппозиции с Ураном, это, конечно же, так себе вопросик со звездочкой, да. Сложность в коммуникации, вам точно будет непонятно, что происходит. Ну и, конечно же, 20 декабря. Здесь ретро-мерк в соединении с Солнцем, и это все в квадратуре с Нептуном. Здесь, конечно, вот здесь начнутся поистине сложности с ретро-мерком, то есть первая неделя ретроградного Меркурия, она была такая достаточно вот прям нормальная для работы, пойдет. Есть денечки, когда сложно поработать, есть денечки, когда поработать нужно аккуратненько, да. А вот с 20 декабря здесь, конечно же, так себе уже, да, будет теряться, будут обманы, будут интриги, даже воровство, поэтому здесь аккуратно с деньгами, которые вы куда-то отправляете, отслеживайте, перепроверяйте все данные, деньги, все договорные отношения, точно этот человек, точно пришло, все доставки, поставки, коммуникации, чтобы все это было по полочкам. Закрепляйте это документами, чтобы обезопасить себя и не натворить дел. 21 декабря дублер, точно такой же день. 22 декабря полегче, но ретро-мерк в соединении с Солнцем, которое входит в знак Козерога.
И уже, скажем, за ошибки ретроградного Меркурия будет поистине больно. Да, будет поистине больно вашему самолюбию, самооценке и тому подобное. Отдельное видео про к дню рождения у Козерогов, конечно же, еще будет, мои любимые. 23 декабря, день дублер 24-го, 22-го, сложно в работе, все проверяйте, все перепроверяйте, обманы, интриги, не расследование сложно будет доказать очень сложно, да, и долго. 24 декабря точно так же, и 25-го, и 26-го, и 27 декабря, и 28 декабря, и 29 декабря. Я говорила, что Новый год надо бы закончить 23-го, да? И 30 декабря. Здесь, конечно же, Меркурий ретроградный в соединении с Марсом. Солнце уже, конечно, откатилось, потихоньку будет откатываться, да? Что означают вообще эти дни, да, эмоционально выделено? Да то, что все ошибки, все несостыковки будут восприниматься очень агрессивно, будут восприниматься эмоционально, агрессивно, со злостью, не так, как хотелось. Конец года наступает на пятки, 24-й високосный, да, все, что сделано в 23-м, большинство не получилось, да, и 31 декабря день, когда мы в принципе. Сложноватый тоже день, захочется поругаться, выместить это зло, естественно, на любимых. Венера в квадрате с Сатурном, вот морешко бушует, да. О чем это говорит? Можно сухо сесть за стол, за новогодний, скрипеть зубами, обозлиться, наговорить лишнего, не то, чего хотелось, провести праздники ужасно, потому что следом у нас идет, открываю високосный 2024, 1 января, день, когда хочется под одеялко в кроватку и не вылазить. 2 января примерно то же самое. И 3 января хвала, ретроградный Меркурий отступает, но осадочек с Венеркой-то, с Сатурном остался, да, поэтому, дорогие мои, дабы не завершать, естественно, уже там 4 и 5 января все уже становится полегче, аспект начинают расходиться, эмоции уходить, угасать, все будет уже не так мощно, жестко и неприятно, да, но дабы не натворить дел и не сесть к новогоднему столу с таким суховатым и злым настроением обид, претензий и одиночества, отслеживайте, что вы говорите, особенно последнюю неделю декабря, с 23 декабря. Да, сложно, да, получается не так, как хотелось, но, ребята, мы с вами люди, и только мы можем, как говорится, организовывать ту самую вечеринку, на которой мы собираемся, а наша самая главная вечеринка под названием «Жизнь», поэтому проводите свою ежегодную вечеринку, да, ежедневную вечеринку под названием «Жизнь» в приподнятом настроении, потому что декорации меняются, годики тикают, часики, как говорится, да, а мы остаемся, наши близкие рядом, они нас поддерживают, а все равно всегда случается какой-то Вася, Петя и Дима где-то накосячат, там, или Наташа и Клаша, да, ну, пусть косячить иногда надо, ребят, будьте спокойнее, будьте ответственны, то есть на момент ретроградного Меркурия описала только те планеты, которые напряжены, а все остальные-то они не напряжены. Они-то все адекватные, они-то все нормально работают, поэтому не бывают все идеальные хорошие дни, бывают дни вот такие, где нужно уметь договариваться, уметь найти общий язык и коммуникацию. И как раз-таки ретроградный Меркурий – это те самые моменты в году, когда нам необходимо больше мудрости проявить для того, чтобы наладить коммуникацию. Ребята, вот так коротенько рассказала вам про ретроградный Меркурий в этом декабре. Я надеюсь, что была полезна. Если у вас какие-то вопросы, оставляйте здесь под этим видео. И я желаю, чтобы этот ретроградный Меркурий, этот его период, отрезок, произошли для вас максимально лайтово, для того, чтобы вы и договорились, и созвонились, и позвонили тому, кому надо, и поздравили с Новым годом. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике.